Всем привет, я Ева Эльфи, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Кстати, давно не виделись, а я прямо сейчас нахожусь в Бразилии. В этот раз я взяла себе гида, чтобы посмотреть город, потому что 2 года назад я просто приехала, поездила по достопримечательностям, посмотрела, вроде все понятно, интересно, но с гидом это все совсем по-другому. Едем на историческом поезде, вторая половина 19 века. Сейчас мы с вами поедем через лес, в гору, через национальный парк Тижука. Национальный парк Тижука – крупнейший лесной массив внутри города вообще в мире. Тебе человек хотя бы рассказывает историю, это намного интереснее, поэтому если вы приедете в Рио, я вам точно рекомендую взять гиды, поездить посмотреть. Эйтер да Сильва Кошта – это здесь главный человек, главный инженер, который разработал проект. Например, в фавелы вы не сможете попасть без гида. Там всегда нужно сопровождающий, который желательно родом с этих же фавел, который будет вас везде водить, показывать и будет ручаться за вас, потому что, знаете, это вообще-то небезопасно приезжать в фавелы одному. Фавела Росини – это самая большая фавела в Рио-де-Жанейро, и там живет 200 тысяч человек. И самое интересное, что эти люди живут по своим законам, по своим правилам, у них даже есть местное телевидение. Например, они не платят счета за воду и за электричество. То есть у них есть один большой столб, куда они, грубо говоря, подсасываются, просто незаконно это делают и не платят по счетам. Они не сотрудничают с полицией городской, они не пускают туда вовсе, полиция туда не может зайти. Если туда зайдет, начнется перестрелка. И вот, спустя 2 года я снова здесь, на Рио. Я приехала сюда, чтобы снимать классный контент для вас, и я готова начать смотреть игры. Как насчет вас? В 2022 году, в 2024 году получилось сделать очень классный meet and greet с фанатами на стенде 1X. Мне очень понравилось, что люди подходили, фотографировались, задавали вопросы какие-то. Было классно сделать meet and greet, пообщаться. У меня был такой листочек, где я оставляла автограф, всегда старалась спрашивать имя и писать имя фаната на этом листочке. Им это очень нравилось, что я лично пишу их имя. В этом году мы придумали сделать турнир, где я играю против другого человека в CS2. Я честно тренировалась. Было единственное правило, что я могу выбирать любое оружие, а мой противник играет только с пистолетом. И это, кстати, сложно. Мы играли до 13 очков. Было 5 матчей. И 1 матч я выиграла. Кстати, много играло девушек против меня. Я была очень рада, что люди отзываются, приходят, хотят сыграть. Человек, который меня выигрывал, получал приз PIN Global Elite, а человек, который проигрывал, ну таких было немного, всего 1, получал PIN Silver. Мой бодигард, он со мной был уже 2 года назад, на самом деле он очень добрый, несмотря на то, что он такой большой, кажется, суровый, он просто добряк в душе. Сегодня у нас веселый день, мы идем на арену вместе с друзьями от 1xBet, у нас огромные флаги, будем шуметь барабаны, идти в арену и смотреть игры второй день. Для меня было большим плюсом, что мы вместе с фанатской группой Дезорганизада сделали какой-то сумасшедший перформанс. Мы взяли огромные флаги, собрались много людей, сделали классную проходку до арены, крича всякие бразильские песни, и это так заряжает.
играют на барабанах, задают ритм, люди танцуют, ты впадаешь в какой-то такой транс, может быть, потому что это так заряжает, так много энергии дает, ты двигаешься, танцуешь, кричишь, поешь. В тот день, когда был матч Фурии против Маус, мы вместе тоже с ребятами собрались на стадионе, так много людей было, на финале столько людей не было. Мы снова играли в барабаны, поддерживали друг друга, прыгали вместе на арене, создавали какой-то ритм. Для меня это такая невероятная энергия. Одна из главных причин, почему я люблю посещать мероприятия в Рио-де-Жанейро и в Бразилии, потому что люди невероятно открытые, заряженные, и они дают тебе очень много позитивных эмоций. Пока тебе даю. Меня? Мы сейчас идем на тусовку в пати-бас. У нас будет диджей, напитки, веселье, будем тусоваться. You know when the calling's calling. Мы собрали людей, которые приняли участие в конкурсе, выполнили все условия, и они попали на пати-бас вместе со мной, они были этому очень рады. Мы ехали где-то часа полтора от арены до Копакабаны. Классно, что ребята подготовили автобус в цветах бренда, он был весь такой голубой, светящийся, внутри было очень красиво, и я была удивлена, что можно вообще тусоваться в автобусе. Для меня это был первый раз, и это было так необычно, ты едешь в таком закрытом помещении, где ты перемещаешься, можешь выйти на улицу, например, посмотреть город и снова дальше поехать тусоваться. Это просто были невероятные эмоции. Спасибо всем ребятам, которые пришли, поучаствовали в конкурсе, я была рада вас видеть. Другой день тоже был meet and greet с бразильской командой Мибор. Эти ребята очень популярны в Бразилии, как и Фурия. К ним выстроилась просто огромная очередь, которая хотела получить автограф, сфотографироваться с ними. Ну, я понимаю людей, да, есть за чем постоять в очереди. Несмотря на то, что в Бразилии любят Counter-Strike, на удивление, на финале было очень мало людей, наверное, потому что Фурия не играла. И действительно для меня было шоком увидеть, что арена полупустая на финале. Наверное, это главная причина, почему ESL объявил о том, что IEM Rio больше не будет. Они победили на IEM Rio 24. Весь зал поддерживал только нами, все люди так счастливы. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца, мне безумно приятно, потому что я очень давно не выпускала видео, и мне нужна ваша поддержка. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше смотреть, часть путешествий или часть киберспорта, это даст мне понять, что снимать в будущем. И не забудьте поставить сердечко. Всех люблю, целую, пока-пока!